Мир не таков, каким кажется. Он сложнее наших теорий и глубже наших фантазий. Очевидное, невероятное. Представьте, что мир за вашей спиной исчезает, когда вы на него не смотрите. Звучит как бред сумасшедшего? Но именно это уже 100 лет твердит нам квантовая физика. В начале 20 века знаменитый эксперимент с двумя щелями показал нечто немыслимое. Когда мы просто стреляем электронами, они ведут себя как волны, проходят через две щели одновременно, создавая интерференционный узор. Но стоит нам поставить детектор, чтобы просто посмотреть, через какую щель пролетел электрон, он тут же превращается в твердую частицу и выбирает только один путь. Наш взгляд буквально заставляет реальность отвердеть. Но что именно во Вселенной обладает правом голоса? Прибор или сознание, которое смотрит на этот прибор? Эксперимент с двумя щелями — это, пожалуй, самая знаменитая и интригующая демонстрация физики. Он показывает, что частицы, например, электроны или фотоны, ведут себя и как твердые шарики, и как волны одновременно. Вот как это работает и почему это взрывает мозг. Представьте, что у нас есть экран с двумя вертикальными прорезями, щелями, а за ним стенка-детектор. Частицы, как пульки. Если мы стреляем из пулемета мелкими шариками, они проходят либо через левую, либо через правую щель. На стене за ними образуются две вертикальные полоски прямо напротив щелей. Вместо того, чтобы двигаться по одному пути, волна электрона распространяется и проходит через обе щели одновременно. Эти два фронта волны накладываются друг на друга. Это явление называется интерференция. Мы направляем поток электронов к этим двум отверстиям. Если бы электроны были просто частицами, мы увидели бы две полосы. Но происходит нечто иное. На экране возникает интерференционная картина, как если бы электрон прошел через обе щели одновременно. Теперь мы устанавливаем измерительный прибор. Он фиксирует, через какую щель проходит каждая частица. И в этот момент картина меняется. Интерференционные полосы исчезают. Остаются лишь две четкие линии. Электрон ведет себя так, словно он выбрал только одну щель. Без измерения — волна, с измерением — частица. Но важно понимать, речь не о человеческом взгляде. Достаточно самого факта взаимодействия. Измерение изменяет результат. В квантовой физике объект — это не предмет, а облако вероятностей. Когда электрон летит к двум щелям, его волновая функция разделяется. Это не электрон разрывается напополам. Эта вероятность его нахождения проходит через обе щели. Это состояние называется суперпозицией. В классическом мире вы либо дома, либо на работе. В квантовом мире вы — это волна, которая на 50% дома и на 50% на работе. Пока кто-то не заглянет в окно и не заставит вас оказаться в одном конкретном месте. Мои коллеги не любят слово «мистика», но то, что происходит в квантовом мире, чертовски на нее похоже. Пока мы не измерили систему, она находится в суперпозиции. Кот Шрёдингера и жив, и мертв одновременно. Электрон находится везде и нигде. В физике мы называем это коллапсом волновой функции. Момент измерения — это точка невозврата.
Вселенная как будто ждет нашего вопроса, чтобы решить, какой ей быть. Мы больше не можем считать себя пассивными зрителями в театре мироздания. Мы — часть представления. Этот эксперимент показывает, что мир на фундаментальном уровне гораздо более странный и взаимосвязанный, чем кажется нашему глазу. Звучит очень философски. Но как это видели философы древности? Для западного ума это шок, для восточного — очевидность, записанная в Упанишадах тысячи лет назад. Древние риши говорили о майе, великой иллюзии. Они учили, что мир не является твердой, независимой от нас реальностью. В концепции Адвайты наблюдатель, дрик, и наблюдаемое, дришье, едины. Сознание — это не просто фонарик, освещающий темную комнату. Это проектор, который создает саму комнату. Квантовая механика лишь нашла математическое уравнение для того, что йоги познавали в медитации. В физике измерения — это взаимодействие. Система перестает быть неопределенной. Возможности схлопываются в один результат. В человеческой жизни тоже есть области, которые существуют, пока их не коснулось внимания. Наши страхи, наши желания, непроизнесенные мысли. Пока они остаются в тени, они расплывчаты. Они как вероятности. Мы можем поступить так или иначе, сказать или промолчать, отступить или рискнуть. Но в тот момент, когда мы начинаем наблюдать себя, не осуждая, не оправдывая, а просто замечая, происходит тонкий сдвиг. Мы больше не полностью отождествлены с реакцией. Мы видим ее. И это простое «видеть» меняет структуру выбора. Не потому, что мы нарушаем законы природы, а потому что внимание — это форма внутреннего взаимодействия. Мы взаимодействуем со своим состоянием, и оно уже не может оставаться прежним. Психологи называют это метакогницией, способностью осознавать собственные мысли. Может быть, именно это и есть человеческий аналог измерения. Не мистический акт создания Вселенной, а тихий акт присутствия. Пока мы не смотрим на себя, мы действуем автоматически. Когда начинаем наблюдать, появляется возможность выбора. В квантовой физике наблюдение переводит вероятность в факт. В человеческой жизни внимание переводит бессознательное в осознанное. И это уже меняет траекторию. Не галактики, не законы мироздания, а направление нашей жизни. Если мы — те самые наблюдатели, которые фиксируют реальность, то какую вселенную мы создаем каждый день? Хаос или гармонию? Ответ зависит от того, куда вы решите направить свой взгляд.